Визитной карточкой моего канала уже давно стала серия видосов с прохождением мода Plants vs Zombies Plus, форзы, усложняющего оригинальную ПВЗ за счет кучи новых прикольных механик. Был он в своем роде одним из первых, и получив неплохую такую известность на западном, а потом на нашем ютубе, породил еще кучу подобных модов, усложняющих игру уже по-своему. Вы, наверное, даже могли слышать про такие экземпляры, как, например, Plants vs Zombies Beta 5.80 или PvZ Modder Extension. Хотя кого я обманываю, вам они, скорее всего, известны под какими-нибудь названиями типа там PvZ Мега Экстремальный Брутал Хардкор Смерти Ultimate Edition за предельной сложностью Убийственный Сатана мод. Ну так вот, ко всем подобным модам я относился крайне скептически, потому что всякие механики из ряда огнедышащих зомби и гаргантюа на первом же уровне мне, ну, как-то не по душе, буду честен. Из этих же побуждений я и не планировал какие-то из них снимать на канал, но какое-то время назад мое внимание привлек кое-какой другой мод. Растения против зомби Brutal X, за авторством того же разработчика, подарившего нам и оригинальный Brutal мод. Чем он меня так зацепил, поймете по ходу прохождения, но для начала давайте немного о том, что с ним вообще делать, если вы захотите поиграть сами, не заставлять же мне вас гайды идти искать. В этом плане здесь как раз все очень нестандартно, обычно подобные моды идут отдельным экзешникам, которые запускаешь и сразу можешь играть, тут же все немного сложнее. А теперь записывайте последовательность действий. Заходим в обычный Brutal мод, версия обязательно не ниже 6.10, нажимаем на вазочку с надписью Help, открывается вот эта вот записка, надпись на ней смело игнорируем и жмем правой, важно, именно правой клавишей мыши по этой кнопке и идем разминать очко. Последний пункт особенно важен, если вы собираетесь играть в этот мод впервые. Если все сделано правильно, то вас не просто выкинет в меню, а откроется вот такое вот окошечко, где нужно будет нажать на ОК, после этого Brutal мод превратится в Brutal X. Как вернуть все обратно, я, кстати, не знаю, так что если у вас вдруг было в планах вернуться в ваш тихий мирный Брутал, то, видимо, придется отбросить эту идею нахуй. Ну или просто переустановить игру, по идее должно помочь. Ну а теперь можно и к прохождению. Игра начинается в целом как и обычно, и на первом же уровне сразу появляется несколько вопросов. Во-первых, почему горохострел стоит 50, и во-вторых, почему он пытается от нас съебаться. Ответы на них я дам чуть позже, но сейчас немного про саму концепцию мода и за счет чего он вообще усложняется. В обычном хардмоде, например, вся сложность была только за счет огромного количества врагов. Были там, конечно, и всякие бафнутые зомби по типу того же газетчика или футболиста, но таких по пальцам можно пересчитать, и основную роль все еще играла именно их количество. Тут же все немного иначе. Вопрос, а чё тогда хуя нас все еще не покидает, но по ощущениям, даже сравнивая с тем же хардмодом, обычно зомби тут идет все же чуть меньше. Но главный прикол мода в том, что почти у всех зомби есть свои вариации, у некоторых буквально одна, а у некоторых вообще целых 4. Разве что, чтобы рассказать об этом поподробнее, нужно будет перепрыгнуть сразу на 3-й уровень, где и появляется первый особый зомби, так что давайте прям супер кратко про первые два. Первый совсем легкий, потому что никаких ускоренных зомби с ведром на первом же уровне нету, а второй же чуть сложнее, но только за счет появления двух дополнительных линий и стремительно уезжающего с поля гороха. Ну а вот и зомби с конусом. И еще кое-кто. Вот об этих приколах я и говорил. Зомби-ледогриб-то вообще еще лайтовенькая. Там нас дальше будут ждать гаргантюа с атомными грибами вместо башки, и этого вы еще не знаете их способностей. Ну так вот, ледогриб в конусе здесь это по сути просто танк. Очень медленный и идет на пролом, оставляя за собой ледяной след. Ну и естественно имеет кучу хп. Причем, если я правильно понял, то скорость у него снижается по мере его приближения к дому, потому что был у меня такой вот момент, когда под конец уровня, оставшись единственным зомби на лужайке, он буквально целую минуту не мог пройти одну клетку, чтобы дойти до мины. Чтобы вы понимали, это даже не замедлял ничего, он буквально вот с такой скоростью шел. Но это еще не все, на этом же уровне появляется зомби с конусом и газонокосилкой, и единственное, что можно про него сказать, это то, что ему поебать. Он тупо давит на своем пути все растения, если ты не успеешь его убить, а у него, напоминаю, конус на голове, можешь прочаться со всем своим рядом. Ну и по зомби пока что все, и раз уж новые появятся только на 6-м уровне, есть время обсудить и растения. Короче, смотрите, прикол весь в том, что горохострелы здесь сильно бафнуты, и вот эта их фишка с постоянным скольжением к концу поля, это типа такой оригинальный способ их сбалансировать. Баф его заключается в том, что помимо обычных горошин, он иногда может выстрелить еще и, например, ледяными горошинами, арбузами и даже баскетбольными мячами, что само по себе уже довольно неплохо, но это еще не все. Помимо этого, по мере его приближения к зомби, его скорострельность будет увеличиваться, и находясь к ним вплотную, он начинает стрелять вообще раз в 5 быстрее, чем обычно, из-за чего даже появляется смысл сразу ставить его поближе к зомби, чтобы побыстрее их убить. У подсолнуха каких-то прям явных влияющих на геймплей бафов нету, разве что иногда, прям очень редко, он может дропнуть не одно солнце, а два. Вишня тут наоборот стала слабее, урона наносит значительно меньше и не может убить даже зомби с ведром, но за счет этого она стала стоить дешевле и теперь она еще и умеет замораживать. Ну и последнее доступное пока что растение — это орех. Он тут стоит аж 100 солнышек, если вы ожидаете, что за счет такого увеличения цены он начнет, ну там, например, базуку из-за спины доставать, ну или хотя бы взрывать зомби после того, как его съедят, то нет, дороже он тут стал просто потому что. Ну типа есть у него пара обилок, например, после перехода во вторую фазу он дропает 15 солнышек, что конечно крайне солидный кэшбэк, учитывая, что мы на него аж 100 тратим. Ну и еще, когда он уже почти съеден, он замораживает всех зомби в радиусе 3 на 3 клетки, но заморозка это очень короткая и цену его вообще не оправдывает. А еще это видео потихоньку начинает превращаться в обзор, что мне очень не нравится, поэтому давайте вернемся к старой схеме описания каждого уровня отдельно. На 4-м уровне становится доступна вся лужайка и сразу же открывается
первая проблема. Постоянную оборону выстроить мы не можем, потому что кроме уезжающих горохострелов какого-то другого оружия у нас пока что нету, а защищать нужно как-то аж 5 линий. Особенно было смешно, когда чел с косилкой давил один горохострел, но из-за какого-то бага в этом моде давили сразу все на линии. Такой прикол у него причем только с горохострелами, и что странно, другие зомби с их хитбоксами взаимодействуют нормально, и в чем проблема именно газонокосильщика не особо ясно. Кстати, помните, вот в оригинале перед боулингом Дэйв просил нас выкопать 3 горохострела с лужайки. Но тут, короче, вместо горохострелов подсолнух одиноко стоит, потому что горохострелы выкопать у нас бы не получилось, они бы еще во время диалога просто уехали. В остальном же боулинг вообще ничем не выделяется, даже код Дэнс не работает. 6-й уровень был немного интереснее, потому что наш арсенал пополнился минами. Они тут, конечно, не такие лютые, как в хардмоде, но тоже имеют довольно интересную особенность. Высаживая одну мину, в рандомном месте на том же ряду появится еще одна, что, можно сказать, даже сокращает ее перезарядку вдвое. Тут же появляется и зомби с 6-м, который также имеет свою вариацию со злыми глазами и дорожным знаком в руке. И если обычный вообще никак не поменялся, то его злая версия умеет восстанавливать свой шест после прыжка и прыгать по сути вообще бесконечно, пока ты его не убьешь, либо он просто не дойдет до дома. А еще после первого раза у него увеличивается дальность прыжка, да так, что один раз он вообще перепрыгнул мою газонокосилку, от чего я знатно приохуел, проиграв из-за этого в первый раз. Ну и еще бывает у него такое, что он просто останавливается посреди лужайки и стоит там, пока его не убьют. С чем это связано, я так и не понял. Еще на этом уровне целых 2 волны, и каким же для меня стало облегчением то, что после первой здесь не начинают появляться могилы, и скоро вы поймете почему. 8-й уровень, и это ровно тот момент, на котором начинается самая веселая часть мода. Во-первых, тут нам дают самим выбрать растения, и как бы что такого, все равно плюс-минус одними и теми же постоянно играем, но и тут есть свой прикол. Со старта нам доступны сразу все апгрейды, и реализовать мы их разве что пока не можем, учитывая, что у нас нет всех нужных растений, но в любом случае согласитесь, что прикольно. Ну и второе, здесь появляется зомби с ведром, обе вариации которого крайне веселые и занимательные. Первый умеет призывать зомби на тарзанке, которые спускаются с небес футболистов ебать, и еще многих других веселых ребят, а вторая спавнит после смерти могилы, что вроде бы не так уж и страшно, а просто клетка на остаток уровня блокируется. Но думать вы так будете ровно до последней волны, пока не произойдет вот это. Мне еще повезло, что не Гига Гаргантюа вылез, потому что, во-первых, он может, а во-вторых, убивать мне его было бы элементарно нечем. Уровень я, конечно, завершил, но буквально с пустой лужайкой, на которой осталась только одна мина и 2 съебывающихся горохострела, ну и в целом их трудно в этом не поддержать. 9-й уровень тоже был довольно насыщенным на события, как минимум из-за вот этого вот обстоятельства, а еще нам тут стал доступен двойной горох. Тут он чуть дешевле, и вместо второй горошины выстреливает звездой, которая может пробивать всех зомби на линии. И последний уровень дня, на котором я даже останавливаться особо не буду, потому что все 10-е уровни на первых 3 локациях довольно типичные, даже к Гаргантюа на последних волнах я уже как-то привык. А вот и Спарагрипп, ознаменовавший наступление ночи. Вообще, как по мне, это чуть ли не самый интересный этап игры, и говорю я так даже не из-за него, хотя с ним тоже интересные ситуации случались, а из-за другого обстоятельства. Вы уже могли заметить, что на дневной локации я все уровни проходил плюс-минус по одной и той же схеме. В самом начале лужайки оставлял один свободный ряд, и подсолнухи высаживал только со второго. На первый же я последовательно сверху вниз ставил горохи, чтобы сделать урон на всех линиях более-менее равномерным и не терять постоянно контроль над происходящим. Ночью же следовать этой тактике стало очень проблематично, а упиралось все в первую очередь в недостаток солнца. Типа вот как все примерно обстояло. Начинается уровень, я ставлю первый подсолнух и начинаю высаживать спарагрибы. Теперь мне нужно ждать, когда этот подсолнух даст 2 солнца, чтобы посадить второй. И вот момент, когда он выдает второе солнце, наступает только тогда, когда уже вышли первые зомби. С ними проблем нет, потому что они спокойно умирают от спарагрибов, но из-за того, что их убийство не занимает так много времени, как, например, если бы я убивал их при помощи поставленных в самый конец поля мин, после них сразу же выходит новая партия, которая почти всегда в своем составе имеет вот этого вот парня, который очень сильно любит вытаптывать весь мой огород. Буквально вытаптывать. Одни спарагрибы ни его, ни какую-то из его вариаций взять не могут, и тут возникает дилемма. Нужно либо тратить лишнее солнце на мины и горохострелы, которые вполне могут их убить, либо жертвовать одной косилкой. Но и тут все не так просто, потому что прежде чем дойти до этой самой косилки, он затопчет по пути все подсолнухи, на восстановление которых тоже нужно будет тратить солнце. Я забыл упомянуть в самом начале, но одно солнце здесь дает не по 50, как в хардмоде, что убирало по сути все возможные проблемы с ним, а по 25, как в оригинале, и вот таких вот рандомных дропов зомби здесь тоже нет. И вот тут-то и начинается этот замкнутый круг, не позволяющий адекватно продвинуться по экономике и руинящий уровень еще до первой волны. Решение я, естественно, придумал. Вот смотрите, я вам еще не успел рассказать, но у Чомпера тут тоже есть свои улучшения. Во-первых, он может съедать зомби не только на своей линии, но и на 2 соседних, но будем честны, кому из нас не похуй. Куда более интересная его особенность в том, что после пережевывания им зомби он срабатывает как чеснок, перенося всех зомби со своего ряда на остальные, тем самым освобождая линию. Таким образом, использовать его вместо чеснока я и хотел, организовав целую линию только под подсолнухи и поставив туда на защиту живуна. И это реально помогло. Буквально на 1 уровень. Эта тактика, конечно, чуть лучше того, что было, но от этого произрастают уже новые проблемы. Во-первых, Чомпер очень дорогой, и копить на него нужно довольно долго, защищая целый ряд подсолнухов одними только спарагрибами, так что если там пойдет зомби с газетой, то можно смело переигрывать. Во-вторых, пережевывает он зомби все еще довольно долго, и в это время он беззащитен, так что если там пойдет большая толпа, то подсолнухам тоже ГГ. Ну и в-третьих, даже если Чомпер уже стоит, то он все еще не застрахован от того, что придет зомби с газетой и нахуй его вытопчет. Нюансов в общем очень много. И если первый ночной уровень это пройти еще как-то помогло, то для второго
второго это вообще никак не подойдет, потому что появляются зомби с ведром со всеми их вариациями. Потратил я на него очень много попыток, и в какой-то момент уже даже подумал, что просто не пройду и это видео не выйдет, но в конце концов все-таки получилось. Но для начала обо всех моих ошибках, чтобы в своем прохождении вы их не повторяли. Хотя не знаю, кто из вас вообще после всего увиденного за это возьмется, но допустим. Сначала я пытался использовать ту тактику с подсолнухами и чомперами, но ничего не сработало, и вы уже знаете по какой причине. После этого я подумал, что в теории с солнцегрибами экономика будет развиваться куда быстрее, и это как бы так, но не в моем случае. Пока они маленькие, как мы знаем, они выдают всего лишь 15 солнышек за раз, поэтому чтобы хватало на все нужды, нужно либо сажать их в 2 раза больше, либо пытаться защищаться хоть как-то в ожидании того, пока они вырастут. И с обоими этими вариантами есть некоторые траблы. Со вторым все понятно, а просто нечем защищаться, когда идут сильные зомби, а вот с первым все немного иначе. Ставя в 2 раза больше солнцегрибов, а в моем случае полностью забирая под солнце дающие растения уже не один ряд, а целых 2, появляется вопрос, как их теперь защищать. И может с 3 средними линиями все довольно просто. Поставил грохострел в начало поля и засадил все свободные клетки грибами, то с крайними уже непонятно, что делать. Для 2 чомперов нужно аж 400 солнца, так еще и со всеми этими зомби с ведром велик риск их потерять. Ну и уже от безысходности пробовал я высаживать солнцегрибы и обычным способом, как делал бы в обычном ПВЗ, но и так ничего особо не получилось. Но на помощь мне пришло то, что в одной из попыток я смог обнаружить одну крутейшую механику этого мода. Я хотел нажать на Escape, но будучи сконцентрированным на игре, тыкал по клавиатуре вслепую и мискликнув нажал на Ё, от чего у меня автоматически взялась лопата. Сначала я, естественно, ничего не понял и подумал, что схватил ее случайно, но на всякий случай решил потыкать по клавиатуре еще немножко, ну мало ли, да? И выяснилось, что для каждого слота тут есть горячие клавиши, при нажатии на которые можно мгновенно брать нужное растение, не волоча курсор через полэкрана. Прохождение это облегчает просто в разы, потому что экономит кучу времени для фарма солнышек и позволяет ловить более удачные тайминги, используя всякие инстакил растения и прочее. Не с первого раза, конечно, но благодаря этой штуке я и смог в конечном итоге пройти уровень. Еще я очень вовремя вспомнил, что теперь у меня появился репитер, а значит я могу использовать горохомет, и хоть в совокупности они и стоят аж 500 солнца, что ночью почти неподъемная сумма, но опробовать я его все же решил и не пожалел. Он здесь очень сильно бафнут, и баф этот не особо-то и уступает хардмодовскому, так что я думаю, вы уже должны понимать, насколько тут все имбово. Сначала можно подумать, что стоя между другими растениями, он типа создает такую ауру, заставляющую близлежащих горохострелов стрелять чаще, но это все же не совсем так. Он, короче, как 3 стрела стреляет сразу на 3 линии, по 4 горошины на свою и по 2 на соседние. Это было видно еще когда один репитер съели, и там начали образовываться горошины прямо из воздуха. И еще иногда он стреляет не 4 горошинами, а 4 звездами, что в принципе тоже прикольно. Ну и вкупе со всеми этими фактами уровень 2.2 я все-таки прошел, сквозь боль и страдания. И собственно вот поэтому данный этап игры я и посчитал одним из самых знаменательных. Мод поставил мне такую задачу, с которой прежде ни в хардмоде, ни уж тем более в оригинале я не сталкивался, и искать ее решение было крайне интересно. Но это, естественно, еще не конец, дальше у нас 3-й уровень. Решил опробовать сразу и только что полученный дымогриб и ставший доступным мракогриб. И тот, как выяснилось, говно. У мракогриба бафов я вообще не заметил, а дымогриб просто не оправдывает свою цену, потому что единственная его новая способность это накладывать замедление на зомби, подошедших к нему вплотную. Очень грустная, потому что мракогриб, как вы знаете, моим любимым растением всегда был. Хотя откуда вы, блять, это знаете? Ну, короче, считайте это еще одним увлекательным фактом из моей жизни. Еще на этом уровне появился зомби с дверью, который изначально предстал для меня вот в таком вот образе, и я не совсем понял, что к чему, но все встало на свои места, когда вышла его нормальная версия. Нормальная по меркам этого мода, естественно. В тот момент я был типа так полуудивлен. Фишка эта пошла еще из Брутал мода, и с одной стороны автору ничего не мешало оставить ее и тут, но с другой это все равно сбило меня с толку, как минимум потому, что о ней я просто забыл. Ну то есть, проще говоря, реакция у меня была примерно такая: ебать, он че, огнем дышит что ли? А хотя я такой уже видел. И вот у этого чела как раз вариации уже 4, если не больше. Всех я пока что еще не видел. Первая держит в руке кабачок и скидывает его на ближайшее растение, вторая держит зонтик и как шут из ПВЗ-2 отбивает снаряды горохострелов, ну и третья держит в руке горохомет, который аж по 5 горошин стреляет. Но как ни странно, все из них довольно просто контрятся, и по сути больше всего проблем вызывает именно обычные, потому что здоровье растениям он сносит очень быстро, а огнем своим пробивает аж на 2 клетки вперед. Получаем могилоед, и вот он здесь напротив очень крутой. Стоит он 50, но после разрушения могилы дропает 75 солнца, что вполне так выгодно. На 4-м уровне, кстати, я умудрился проиграть аж дважды, сначала взяв двустрелы, которые хоть и прикольные, но для этого уровня не особо подходят, а на второй попытке, ну, по той же причине в принципе, доходит до меня все, как вы понимаете, только со 2-го раза. Ну и на 3-й взял дымогрибы в связке с горохострелами, и по традиции оставив для них один свободный ряд сзади. Тут же я решил еще раз протестить мракогриб, ну типа вдруг в прошлый раз он просто не успел показать себя во всей красе, да? Но ничего нового не увидел, и пока что он все еще сосет, так что будем ждать либо тыкву, либо чеснок. 5-й уровень это у нас колотушка. Если вы еще не забыли, какие тут зомби обычно вылезают из могил, то понимаете, какие могут возникнуть проблемы. В хардмоде на этом уровне я, конечно, как-то заморочился, переназначил там что-то какие-то кнопки, но тут я просто решил включить автокликер и перехуярил всех зомби 500 кликами в секунду. 6-й уровень и очередной новый зомби, футболист. Вариация у него помимо основной всего одна, да и она не прям уж надоедает. Обычный футболист просто очень быстрый, а футболист в крутых очках по ощущениям более живучий и умеет перебегать с одной линии на другую. Благо у нас есть гипногрибы, и пока они еще хоть как-то полезны, можно их использовать. В конце получаем трусогриб, и тут он бесплатный. И я сначала даже обрадовался, потому что бесплатные растения это всегда круто, но все куда менее прикольно, чем можно было подумать.
Здесь он, подобно увеличительной траве из второй части ПВЗ, стреляет только когда на него нажимаешь и тратит за каждый выстрел немного солнца. Но если в ПВЗ 2 это растение хотя бы урон большой наносило, то здесь он, судя по всему, вообще дефолтный, и даже его обилка периодически менять режимы и стрелять звездами и ледяными горошинами ситуацию лучше не делает. Помнится, я в хардмоде трусогреба бесполезно называл, но там он хотя бы стрелять мог без закликивания по нему, этот же вообще беспомощный какой-то. Так что звание самого бесполезного растения временно передается от трусогреба из хардмода трусогребу из брутала, временно, потому что позже на это звание будет претендовать уже другое растение. Естественно, пришлось переиграть и взять кого-нибудь получше, но и даже учитывая, что на уровне были футболисты и зомби с дверью, прошел на удивление с первой попытки. Чемпер с этими танками справлялись довольно неплохо. Еще на этом уровне произошла такая забавная ситуация. Я выкапывал солнцегрибы, чтобы поставить вместо них двойные горохи, но один раз мискликнул и вместо лопаты взял могилоед. И все бы ничего, но кликнув могилоедом по грибу, он начал его есть, оставив на клетке вот такую вот лепешку, на которую нельзя было ставить растение. Благо я догадался, что ее можно выкопать лопатой, и в целом эту механику себе на вооружение я взял. На 8 уровне появилось 3 новых зомби-танцора, 2 из которых, как я понял, вообще действуют одинаково. Обычный просто ускорен, как и его компаньоны, а другие 2 вообще не призывают потанцовщиков и просто снимают с остальных зомби-дебафы по типу заморозки. Возможно, я, конечно, просто чего-то не понял, потому что на 8 уровне этот танцор вышел всего один раз, и я не успел на него толком посмотреть, а на 9 мне было вообще на все поебать, потому что появился гриб судьбы, и я взрывал им всех без разбора. Ну и, кстати, про него. Здесь он стал дороже, а соответственно получил некоторые бафы. После взрыва с каким-то шансом он дропает черные солнышки, которые при подборе взрываются так же, как и обычный гриб судьбы. Звучит, конечно, очень имбово, но на деле для того, чтобы убить всех зомби, хватает одного гриба, так что эти солнышки зачастую бесполезны. Но и на 9 уровне, если не считать того, что я потерял все свои солнцегрибы, все прошло довольно хорошо, и я получил очередную записку. Я уже говорил, что 10 уровни локации тут не особо интересные, но все же конкретно про этот кое-что приколдесное я рассказать могу. Солнцегрибы нам на конвейере не выдаются, да еще чека солнца на этом уровне нет, поэтому логично будет предположить, что трусогрибы не будут делать вообще ничего. Ну, максимум там живым щитом служить разве что. Но все же нет, разрушая могилы, нам падает солнце, которое при подборе хоть и летит визуально в никуда, но это еще не значит, что оно не подсчитывается. Поэтому пользоваться трусогрибом все-таки можно, и здесь он даже в какой-то степени был полезен, потому что это вообще единственная возможность потратить здесь солнце. Но пользовался им по какой-то причине все равно как-то неактивно. Даже вот на моменте, когда футболист собирался съесть один из рядов моей обороны, я на трусогриба вообще внимания не обращал, хотя он мог потенциально помочь. Я бы так и лишился своих растений, если бы вовремя не выпал гипногриб. Получение кувшинки ознаменовало возможность опробовать кашкамыш, что я сразу же и сделал. Кроме цены, изменений у него вообще нет, да ему и не надо, он имбой как был, так и остался. Еще тут, кстати, я решил опробовать тактику с высаживанием могилоеда на бесплатный гриб в самом начале уровня, и работает вроде бы неплохо, но особого увеличения эффективности фарма на старте я не заметил. Мы как бы получаем на 25 солнца больше, но за то время, пока могилоед съедал гриб, Сонух и сам мог успеть выдать солнце, так что довольно сомнительно. Второй уровень бассейна, как мы помним из хардмода, очень смешной, потому что тут против нас и футболист, и зомби с газетой. И еще более смешным его сделало то, что у меня получилось пройти его с первой попытки, так еще и стандартной тактикой с двойными и ледяными горохами. Не, ну спорить не буду, прошел я не без проблем, в самом конце, например, я полностью своего ряда лишился, но в остальном я держался достойно. Я, кстати, так и не рассказал о нововведениях, связанных с зомби с газетой, так что сейчас самое время. Один, короче, очень быстрый и умеет давить растения, но при этом имеет довольно мало хп и все еще восприимчив к заморозке, так что с определенным подходом проблем с ним не будет. Другой же наоборот, имеет высокую прочность за счет ведра на голове, но медленный и жжет растения заметно дольше, чем обычные зомби. Ну и за счет стана от ледяных горохострелов и 3 рядов подсолнухов, выступающих у меня здесь вместо орехов, оба вида газетчиков вполне успешно контрятся, так что все проблемы в основном были за счет футболистов. Кстати, зацените, это вообще моя любимая часть этого мода. Я помню, там кто-то под хардмодом удивлялся тому, что могилы на крыше растут. Но водные могилы это вообще что-то из ряда лютых приколов, особенно учитывая, что под ними есть вот эта левитирующая горстка земли. Получаем 3 стрела, тут он стоит на 25 солнца дороже. По привычке сразу же хотел его опробовать, но поздно вспомнил, что 350 для самого начала уровня это как-то дохуя, и по этой же причине проиграл. Хотя посадить его я все же успел, стреляет он также на 3 ряда, просто ледяными горошинами. Причем это выгоднее только с точки зрения экономии места, потому что посадить 3 ледяных гороха будет стоить ровно столько же, сколько и 1-3 стрел. Но в общем прошел я с ним только один уровень, на котором он собственно впервые стал доступен, дальше я его вообще не трогал. Тут же появляется подводник, и он просто очень быстрый. А еще у него есть аналог с кувшинкой вместо головы, но я что-то вообще не понял, в чем его отличие от обычного, разве что он как раз плавает довольно медленно. Получаем водоросли, переходим... Нет, не к следующему уровню. Я тут недавно мини-игры открыл, ради интереса можно одну из них опробовать. Там ботаника для этой цели, думаю, подойдет. Ну, кстати, не обманули, и тут реально у всех зомби вместо головы растения, но их состав мне все равно как-то не очень нравится. Взял то, что есть, и отправился в бой, и проиграл на первой же волне. Не, ну я честно не знаю, как проходить этот уровень, но можно спросить у моего друга Рэндом Шорта, он в таких делах профессионал. Алло, здравствуйте. Слышь ты, блядь, не охуевай, ты чё, охуел меня троллить, блядь? ИТС, крашеная пидор, ты ебаный объект для троллинга, блядь, тебя опускали, блядь, везде. Без причиндалов остался! Все, понял, спасибо за совет, возьму на вооружение, давай, пока, до связи.
Больной, блять, ебанутый нахуй человек. Ну ладно, оставим мини-игры до лучших времен, а пока что обратно к приключениям. Уровень 3 и 4 не прям уж сложный, но сочетание зомби, будем честны, не самое приятное. Водоросль тут, кстати, бесплатная, но при этом далеко не бесполезная, как трусогриб. При столкновении с зомби она не только затягивает его под воду, но еще и дает одно рандомное цветное солнышко. Цветные солнышки мы, кстати, уже видели. Одно из таких дропал гриб судьбы после взрыва, но в этом моде помимо него есть еще несколько. Красная, например, дает 100 монет, синяя всех замораживает, а зеленая я вообще не понял, что делает. Один раз она мне перезарядила кошка-мышь, а в другой раз просто дало 25 солнышек. Еще зацените уже новый прикол с могилами. Находясь в бассейне, горохострел может осуществлять свое скольжение только по кувшинкам, а потом падает в воду, что логично. Но вот если на воде выросли могилы или появился ледяной след, то кувшинки ему уже не нужны, и он спокойно продолжает свое движение. Разработчик, как видите, новыми приколами радовать нас не перестает. Забираем ключ от машины, и нам открывается магазинчик Дэйва. Покупать тут особо нечего, учитывая, что все премиум растения уже открыты, но вот очиститель бассейна я взял. И еще, кстати, учитывая, как стремительно копятся у нас деньги, скоро можно будет взять и 9-й слот, но у меня пока что всего 11 тысяч, так что повременим. 5-й уровень со скользящими горохострелами проходится очень бодро и дает нам немного поностальгировать по временам, когда мы не могли иметь постоянной обороны и довольствовались только беспрерывно уезжающие. Было же время. Вы, кстати, могли заметить, что я порой пропускаю описание новых юнитов. С некоторыми так происходит просто потому, что у них нет новых обилок, а с некоторыми просто чтобы вы не ёбнулись от того, как я уровень за уровнем только и делаю, что объясняю механики встреченных зомби и полученных растений. И чтобы хоть как-то разнообразить сценарий, акцентирую внимание на всяких мелочах по типу едущих по могилам горохострелов. Ну так вот, я так уже пропустил кабачок, и вот там немного о том, как он работает. У него стало в разы меньше урона, и теперь он даже зомби с конусом убить не может, но зато прыгает дважды и перезаряжается быстрее. Ну и раз уж на то пошло, халапеньо, тут он бахает не только по горизонтали, но и по вертикали, что вроде бы неплохо, но хитбокс вертикального взрыва я вообще не понимаю и очень часто из-за него всасывал, потому что он не задевал всех зомби. Выходя в очередной раз в меню, чтобы сделать перерыв от прохождения, я решил потыкать на разные кнопочки и заметил, что пазлы, которые у нас пока еще закрыты, даже несмотря на тусклую иконку, мы открыть почему-то можем, но с выживаниями это уже не прокатит. Хотя если прям сильно хочется, то можно зайти в раздел с выживаниями прямо через мини-игры или пазлы, но соваться туда со своим небольшим набором растений я пока не буду. Либо не буду вообще, это уже зависит от вашего актива под видео, намек, думаю, понятен. На 6-м уровне появляется зомбони, и тут он слишком подозрительно похож на здешнего горохострела, а также скользит по полю и также стреляет. Кто из них с кого берет пример, не ясно, но совпадение забавное. Что касается именно вариаций зомбони, то здесь все совсем легко. Одна просто едет, другая едет и стреляет, а третья едет и хуярит из пулемета, а благо мне есть чем ей ответить. Вспомнив ночную локацию, решил взять горохометы, и тут они еще круче, чем раньше, потому что копить на них солнце уже не так сложно, как ночью. Уровень 7 прошел точно так же, как и прошлый, только еще решил колючки протестить. Не очень я, правда, для этого удачный момент выбрал, а именно взялся за это, когда у меня уже была выстроена вся оборона и зомби спокойно умирали и без колючек, но суть я понял. Короче, они умеют возвращать идущих по ним зомби на несколько сантиметров назад, чтобы они по ним походили чуть подольше. Прикольно, конечно, но пользоваться я ими все равно не буду. На 8-м уровне горохометом прибавились пни, делая мой дом неприступной крепостью, потому что как пройти через такую линию огня я и сам не знаю. Высокий орех здесь тоже умеет прыгать как кабачок, только не как тот крутой кабачок из хардмода, а как этот немощный из брутала, который даже зомби с конусом в одиночку не добивает. 9-й уровень и тактика все та же, такая же беспрекословно работающая. На 10-м уровне опытным путем я выяснил, что ледяные горошины не теплеют, пролетая через пень, а становятся горящими ледяными горошинами, что, конечно, очень интересно и здорово, но в будущем нам никак не понадобится. Ну и наконец-то туман. Имха самая интересная атмосферная локация, с недавних пор еще и моя любимая. Про первый уровень, как всегда, рассказать особо нечего, поэтому вот вам анекдот собственного сочинения. Идет зомби по лесу, видит, коробка лежит, взял ее и взорвался нахуй. Взорвался, кстати, прямо посреди моих растений, так что анекдот крайне жизненный. Этот мудак, к слову, будет нам ебать мозги все оставшееся прохождение, но об этом чуть позже. Еще БТВ под второй частью хардмода мне очень часто писали, что Морегрип стал перезаряжаться быстрее. Там я этого действительно не заметил, так что тут я эту ошибку исправлю и со всей ответственностью заявлю, что в этом моде он тоже перезаряжается очень быстро, буквально со скоростью обычного спорогриба. А учитывая, что первые зомби на воде появляются только ближе к большой волне, за это время можно успеть засадить этими грибами весь бассейн. На 2-м уровне появляется футболист, что хоть и неприятно, но не критично, так что берем чомпер. Фонарь тут стал каким-то очень лютым. Во-первых, он просто независимо от расположения на поле весь туман убирает, а во-вторых, после высадки он ненадолго станет и уменьшает всех зомби на лужайке. А еще на этом уровне я впервые встретил вот этого уёбка. Он просто, игнорируя все мои растения и газонокосилку, прошел до конца моей лужайки и без каких-либо препятствий зашел в дом. В тот момент я вообще не понял, что произошло, но с тех пор тот чел почти не появлялся, так что я даже умудрился о нем забыть. Естественно, пришлось переиграть, и следующая попытка уже была успешной, хотя в один момент я умудрился потерять 2 своих ряда с промежутком буквально в несколько секунд. Сначала все мои растения задавил зомби с газонокосилкой, благо его успели добить камыши, а другой ряд полностью съел футболист. К слову про камыши, моя фраза о том, что они делают вообще любой уровень с бассейном раз в 10 легче, актуальна и здесь, а на уровнях с туманом так тем более. Используя их как основную, а горохострелы как дополнительную защиту, уровень прошелся более чем успешно. И даже не обращайте внимания на полностью выеденный газон, для этой локации это норма, и без этого не обходился ни один туманный уровень. На 3-м уровне встречаем зомби на шаре. На этом этапе я уже перестал пытаться намеренно высматривать у зомби какие-то особенности и обращал на них внимание только если они мне
очень явно мешали. Вот, например, был такой моментик. Высаживаю я прямо перед летящим над бассейном зомби кактус, чтобы его сбить. Кактус в него стреляет, а тот не падает. После такого офигел, видимо, не только я, но и сам кактус, потому что в этот же момент он, судя по всему, передумал стрелять и смиренно сел, дав летуну залететь ко мне в дом. Есть тут еще у него, кстати, вариация, держащая в руках чеснок и сбрасывающая его при смерти. Чем это должно мне мешать, не ясно, но пусть будет. Ну и давайте немного отвлечемся от бесспорно очень увлекательного, но все же будем честны, уже подзаебавшего перечисления бафов и новых растений и зомби, и я вам расскажу в целом о своем экспириенсе от прохождения. Вообще, сама идея усложнения обычной ПВЗ, а именно первой ее части, меня зацепила, как только я о ней вообще узнал, потому что в свое время я ее задрачивал очень сильно и стабильно перепроходил по несколько раз в год. Естественно, трудностей это у меня не вызывало никаких, и с каждым новым прохождением она для меня становилась все более скучной просто из-за своей легкости. Так что, узнав о хардмоде, я был очень обрадован, что наконец смогу получить от игры тот опыт, которого все это время так хотел, и разочарован по итогу не остался. Но прикол в том, что проходил хардмод в первый раз я еще до своих видео на ютубе, так что на момент первых двух частей основные фишечки я уже знал и перепроходил только чтобы освежить себе память и записать геймплей. Поэтому проходить в тот раз приключения мне было хоть и прикольно, но все же не так весело, как впервые. С этим же модом история вообще другая. Начиная в него играть, я о нем не знал вообще ничего и открывал для себя все его приколы и особенности по мере прохождения. И к этому еще добавляйте кардинальные отличия в подходе к усложнению игры у авторов, что делало процесс освоения мода в разы интереснее, и теперь представьте, как от прохождения я кайфанул. Вообще, эта идея с добавлением кучи новых вариаций зомби со своими особенностями мне прям очень сильно зашла, особенно учитывая, что в сравнении с многими другими модами здесь все не доводится до абсурда, и игра не воспринимается как что-то обособленное от оригинальной ПВЗ. Ну и в принципе, я думаю, что рассказал уже достаточно, чтобы понять, что этот мод мне понравился, так что если вы еще не выключили видео от духоты, то можем продолжать. В общем, третий уровень прошелся в легкую, а вот на четвертом, где к летуну добавился дельфин, уже возникли проблемы. Как я вам уже говорил, морегриб здесь перезаряжается очень быстро, и в самом начале их девать по сути просто некуда, поэтому я придумал такую крутую фишечку съедать их могилоедом. А теперь объясняю, почему я вернулся к этой сомнительной стратегии. На дневном бассейне толку от этого было действительно мало, потому что использовали мы подсолнухи, и куда выгоднее было просто стараться высадить их как можно больше в кратчайшие сроки. Тут же я использовал солнцегрибы, и учитывая, как неохотно не дают солнца в самом начале, потратить чуть больше времени, но получить на 25 солнца больше имеет смысл, потому что можно будет высадить сразу не 2 гриба, а 3. Ну и про грибы я не отдаю на съедение тоже очевидно почему, они у меня стоят на обороне. Ну и таким образом на первых порах развиваться довольно просто, по крайней мере по ощущениям. На первой попытке, проходя 4-й уровень, я решил использовать как основные оборонительные растения кошкамыши. Идея эта была заведомо неудачной, потому что камыши всегда таргетят только одного зомби. Но я понадеялся, что в связке со спорогрибами может быть и пронесет. Не пронесло. Вторая попытка была слишком короткой, чтобы о ней рассказывать, а на третьей я вспомнил, что так и не протестил каменные колючки и сконцентрировал все внимание на них. Выяснил, что они так же, как и обычные, умеют просто немного отбрасывать зомби назад. Как же, похуй. На 4-й взял дымники и кактусы, и почти прошел, но произошел тот казус зомби на шаре, про который я уже рассказывал. Ну и на 5-й вернулся к рогозам и прошел уровень, потеряв вообще все растения и газонокосилки. После этого уровня мне дали 1000 денег и отправили в магазин к Дэйву. Там мне брать все еще было особо нечего, но так как 20 000 я уже накопил, решил потратить на дополнительный слот. На вазобое по своей излюбленной тактике хуярил все вазы без разбора, ну и на 6-м уровне появился новый зомби-землекоп. Выглядит он так, что делает, не знаю, но зато у него в башке гвоздь, что я считаю очень круто. На этом же уровне я ошибочно посчитал, что настал таки звездный час мракогриба, но опять нет, тут он даже против сиамского горгострела пососал. Получаем звездоплот, который здесь, кто бы мог подумать, очень крутой, и не очень успешно проходим с его помощью 7-й уровень. Забиваем на него и берем сиамские горгострелы, проходим уже успешно. Это, кстати, огромная редкость, но под конец уровня у меня даже получилось сохранить какую-никакую симметрию, чего уж тут-то я точно не ожидал. 8-й уровень проходится довольно легко, одна волна и против нас только попрыгун, ну и 9-й это, как всегда, сборная солянка из всех зомби, которых мы уже до этого видели. Первая попытка сразу же ушла на то, чтобы протестить золотой магнит, он тут вообще без изменений, ну а вторая была уже успешной. С этим множеством вариаций ведроидов обычный магнит прям тащит, его можно даже как могилоед использовать, не давая этому челу оставлять могилы после смерти. Ну и 9-й уровень я окончил с вот такой вот красивенькой лужайкой, проходил не теряя косилок даже, между прочим, дорогого стоит. На 10-м уровне нам дают поиграть растениями, на которых до этого я по большей части клал хуй, а именно кактус, сиамский горохострел и звездоплот. Поиграли и хватит, дальше крыша. Первый уровень сразу какой-то сумасшедший, я его аж 6 раз перепроходил. Упиралось все по сути в то, что горшков у нас нет, а теряем мы их по разным причинам очень стремительно. Но зато я выяснил такой прикол, выбирая в очередной раз растение на уровень, я заметил, что кошкамыш почему-то не тусклый, как это обычно бывает с растениями, которые на конкретной локации мы использовать не можем, а как раз наоборот светлый. Но я не растерялся и взял его в комплекте с кувшинкой. Кувшинку, правда, поставить не смог, но вот с камышом все получилось. Выглядит это, конечно, забавно, кот в горшке сидит, но толку от этого довольно мало, потому что его колючки ударяются о крышу так же, как и все остальные подобные снаряды. Тут же я выяснил, что горохострел на крыше никуда не уезжает и смирно сидит в горшке, но за счет этого он потерял свою особенность, увеличивая скорострельность вблизи зомби, зато арбузами по-прежнему пуляется. Уровень у меня, как вы понимаете, очень экспериментальным выдался. Капуста, к слову, здесь стала стоить дороже и даже получила несколько бафов, один очевидный, другой не очень. Первый баф в том, что она умеет иногда стрелять ледяными арбузами, а второй я узнал уже позже, но расскажу о нем сейчас. Короче, чем больше хп у зомби, тем больше урона она ему наносит. Ну то есть обычного зомби она будет дамажить очень слабо, а всяким гаргантюа очень люто наваливать. Я сначала подумал,
думал, что это аналог цветущего сердца из PvZ2, который вроде как тоже что-то подобное делает, но залез на Википедию и понял, что это не совсем так. Цветущее сердце просто с каждым новым попаданием все больше урона по зомби наносит, тут же система вообще другая. Возвращаясь к уровню, главная его сложность была в том, что против нас вот есть зомби с обилками газонокосилки, а у нас против них газонокосилок как раз нет, потому что появляются в магазине они только после его прохождения. Но все же этих ребят у меня получалось контрить минами и всякими замедлялками по типу фонаря и ледяного гороха. Второй уровень с крышными очистителями и горшками по идее должен был стать легче, но вот нихуя, зомби шестом будет проблемой даже здесь. Как выяснилось, та их вариация, которая на знаке дорожном прыгает, вообще в хуй не дуло на эти ваши высокие орехи и спокойно через них стягает, так что эту тактику сразу отбрасываем. Еще после пары попыток с капустопультами я решил взять сиамские горохострелы. Выбор в моем случае, как оказалось, ультимативный, убивая двух зайцев сразу. Во-первых, так становится куда проще бороться с прыгунами, потому что стрелять по ним будут и до прыжка, и после, а во-вторых, они и так довольно хороши как дамагеры, потому что в этом моде стреляют по 2 горошины не только назад, но и вперед. Ну и уже с этой тактикой, со второй попытки, в первой просто со спавном не повезло, уровень я прошел. Еще был такой-то странный момент. Во-первых, у меня на одной клетке вылезло сразу 2 могилы, что само по себе уже интересное явление, а во-вторых, вылезший из нее зомби каким-то образом аж на таком расстоянии смог съесть мою мину. После получения зернопульта перестаешь чувствовать себя инвалидом, потому что эта часть крыши, которая до этого под полноценную оборону была непригодна из-за того, что капустопульта слишком слабая, а других катапульт у нас пока что нету, теперь может быть использована под непосредственно высадку кукурузы. Прям какой-то супер крутой она тут не стала, и вроде бы даже никаких явных бафов не получила, но высаживая ее в несколько рядов, масло начинает лететь достаточно часто, так что в связке с другими растениями она крайне полезна. Третий уровень я как раз прошел с помощью нее и горохострела. Горохострел тут очевидно тащит просто за счет своей очень маленькой цены, а учитывая, что особо прочных зомби на уровне нет, он тут подходит идеально. Еще здесь у меня получилось таки реализовать свою тактику, которую я пытался использовать еще в хардмоде. Одна из вариаций зомби с лестницей, вопреки порталу в руках, не заставляет улетять наши снаряды в стратосферу, а просто при подходе к растениям ставит сразу 3 лестницы. И вот так у меня и получилось расставить по лестнице на каждый горшок с горохострелом, что делало их почти неуязвимыми. Я сказал почти, потому что все еще имеется газонокосилковый зомби. Также с этого уровня я начал гораздо активнее использовать фонари и бловера в качестве саппорта. Про достоинство фонаря я вам уже рассказывал, так что давайте теперь подробнее на бловере. Короче, он умеет буквально ваншотать или оставлять на лоу хп почти всех зомби на поле, но делает это он не всегда. Точный шанс я вам, конечно, сказать не смогу, но в общем от случая к случаю он либо просто всех замораживает, почти не нанося урона, либо, как я уже сказал, всех убивает. Так что вкупе со всем этим он становится очень сильным, но на постоянке на него надеяться все равно нельзя. Уровень 5,4, и тут у меня начались флешбеки на этот же уровень в хардмоде. Кто не смотрел, там лютые футболисты с утроенным здоровьем без разбору жрали все мои растения, а пока-зомби им с этим охотно помогали. В этом же моде все не так страшно, потому что здесь на футболистов хотя бы действует инстакил растения, и здоровье у них в разы меньше. Изначально я хотел обороняться против них в первую очередь чомперами, но здесь они прям пососные. Я не уверен, в чем дело, но тут они ощущаются в разы слабее своих собратьев из хардмода, так что эту тактику я отбросил. Поэтому я решил таки впервые полноценно поиграть с звездоплодами, и это было явно хорошим решением, потому что, загибайте пальцы, им тут не мешает крыша, у них поменялось направление полета снарядов, и теперь они умеют стрелять вперед, они стоят дешевле, имеют пирсинг-шот-атаку, пробивающую всех зомби насквозь, и просто наносят неплохой урон. Но заслуга тут была не только за звездоплодами, я был очень приятно удивлен, когда узнал, что здесь на футболистов работают магниты. Еще, как я понял, у них увеличилась дальность действия, и теперь они могут воровать шлемы, находясь аж в 3 клетках от врага. Таким образом, выстроив вот такую вот красивенькую оборону, уровень я прошел всего лишь с какого-то там 3-го раза. Пустяки. 5-й уровень вообще не интересный, чомперы, как я уже говорил, сосуд, так что сразу к 6-му. Тут появился довольно противный чел на катапульте, который шмаляет свои шарики не на задние ряды растений, как в оригинале, а на передние. Но есть у него и обычная версия, стреляющая как раз по задним, так что оборонять нужно как-то сразу оба края лужайки. Прошел я его опять со звездоплодами, и как я уже говорил, связка с другими растениями зернопульта показывает себя лучше всего. Ну а для того, чтобы ПКД не терять звезды, я высаживал на самый крайний ряд всякий мусор по типу бесплатных грибов, которые я изначально брал, чтобы скармливать могилоедам, и фонарей. И чтобы больше не вынуждать нас заниматься подобными махинациями, на 7-м уровне игра нам дает пальму зонтик, и тут и зачем-то привинтили способность выбрасывать монеты при отбивании мечей. Решение крайне странное, но хлябные деньги-то в любом случае круто, тем более у нас там еще 10-й слот не куплен. Прошел по той же тактике, только теперь высаживая еще и пальмы в нужных местах. На 8-м уровне наконец-то появляется гаргантюа, а еще нам дают ромашку. Я думаю, вы не будете спорить, что ромашка гораздо интереснее всяких там гаргантюа, так что в первую очередь о ней. Стоит она тут аж 125 солнышек и не делает ничего. Высадил я ее, значит, сначала на ряд со стремительно идущим вперед зомби с газонокосилкой. В тот момент я, видимо, ждал, что она его лазером из глаз испепелит или еще чего-нибудь подобного. Но, увы, единственное, что она смогла сделать, это размазаться по черепице. Во второй раз я высадил ее уже в единственном экземпляре в самый конец лужайки, и она еще с минуту, наверное, ничего не делала. А потом, внимание, дала мне красное, сука, солнышко, при подборе которого я получил 100 монет. Уже как бы достойно, цену свою полностью оправдывает, но это еще не все. Пару раз после этого она мне дропала замораживающие солнышки, что, безусловно, очень круто. Я ведь не могу за эту же цену использовать лидогрип или бловер, да? А в самом конце уровня она вообще подорвала себя нахуй, что я, естественно, категорически осуждаю, поэтому после этого я ее больше не использовал. Ну а теперь про гаргантюа. Тут у него есть лайтовая версия с грибом судьбы на голове и максимально противная с вишневой бомбой. Первое я вообще сначала не понял, что делает, и думал, что ему
ему гриб судьбы вместо головы по приколу приделали, только потом выяснил, что он кратер оставляет на грядке после того, как растения раздавит. А вторая кидается ебаным взрывным зомби вместо импа, который просто взрывает сразу 9 растений с горшками. Иногда, конечно, может повести, и он не заденет какое-нибудь растение с края, но суть это вообще не меняет, это слишком нечестная механика. Сам же уровень проблем почти не вызвал, проходила его теми же растениями, что и предыдущие, разве что ради интереса еще поставил одну кукурузную пушку. Тут у нее убрали анимацию полета снаряда, так что теперь она атакует чуть быстрее. И если тут все было довольно просто, то вот на следующем уровне уже возникли проблемы, и проблемы очень серьезные. Причем проблемы эти связаны не с тем, что уровень какой-то прям сложный. На деле, если подобрать нужную стратегию, то он становится довольно простым, а подобрал я ее уже на 4-й попытке, а тут прикол в другом. Вот посмотрите на состав зомби, кто по-вашему может вызвать больше всего проблем? Наверное, Гаргантюа из-за своего количества здоровья, ну или на худой конец катапульчик из-за того, что ломает растения. А вот нет, столько попыток я потратил на этот уровень из-за блядского зомби с коробкой, а точнее из-за его неуязвимой разновидности. Помните, вот как я слился на втором уровне тумана из-за этой полупрозрачной ебанины, которая игнорирует все растения и газонокосилку? Так вот, там было всего 2 волны, и шанс встретить именно эту его вариацию был в разы ниже. Тут же их 3, и буквально каждая моя удачная попытка оканчивалась тем, что ближе к последней волне выходил он и бесцеремонно шел ко мне домой. Происходило это аж трижды. Если вы подумаете, что это мало, то я напомню вам об огромном влиянии рандома в этом моде и о том, что на одну более-менее успешную попытку приходится еще штук 5 неудачных, где просто не везло со спавном зомби, и ты элементарно не успевал расфармиться. По итогу на этот уровень ушло 13 попыток, и это еще не считал совсем уж коротких, где я после выхода первых же зомби перезапускал. Благо на последней его не было, и все закончилось уже хорошо, но просто держите в голове, что пройти этот уровень я мог еще на 4-й раз. Ну а теперь, когда я поныл, можно рассказать, собственно, и о том, как я проходил. Мы там получили арбузопульту недавно, изменений у нее, если не считать цены, никаких нет. С морозным арбузом ситуация точно та же. Изначально я пробовал пройти только ими, и почти даже получилось, но в этот момент в игру вступил тот Гаргантюа с вишней, про которого я уже рассказывал, шмальнул в меня подрывника, и я лишился всех арбузов. Ну и естественно, после такого продолжать эту попытку уже смысла особого не было. Ну и в итоге я пришел к связке ледяных арбузов и звезд, где первые просто замедляли, а вторые уже наносили основной урон. На последней попытке мне, кстати, опять подгадили идущие подряд 2 Гаргантюа с вишней. Единственное, что хорошо, это то, что кинули они зомби в одно и то же место, и второй почти ничего не взорвал. Ну и восстановив в том месте растения, закончил уровень с красиво засаженной крышей. Дальше у нас зомбосс, и тут опять все очень грустно. Возможно, это какое-то проклятие финального босса в хардкорных модах, но тут файт опять буквально легче, чем в оригинале, потому что и перец и капустопульта бафнуты. Просто чтобы вы понимали, я уже немного заспойлерил себе мини-игры в этом моде, и тут даже зомбаквариум очень сложный, но что мешало автору сделать таким же босс-файт, вообще не ясно. Но по итогу имеем, что имеем. Захуярил я его трижды, взорвав перцем, и напоследок заморозив грибом, а там уже катапульты добили. Ну что ж, мод пройден, всем спасибо за просмотр, с вами был Иван Гай, ставьте лайки, и завтра я выпущу новое видео-челлендж, попробую не отпердолить Марьяну Ро. Стоп, в смысле уровень 6.1. Чё, блядь?